Всем привет! На календаре 9 марта, с вами Руслан Левиев, и давайте обсудим, что самого важного произошло на войне. На всей оккупированной территории Украины темп продвижения какой-либо из сторон стремится к нулю. Такими успехами однажды вы увидите сводку, в которой я по фронтовой части скажу, что за прошедшую неделю каких-либо изменений по линии фронта не было. Пока же отмечу Покровское направление, где украинские войска смогли отбить часть позиций на западном фланге этого направления, в районе села Успеновка. За последний месяц у ВСУ на этом направлении был ряд успешных контратак. Примерно 9-10 февраля они отбили значительную часть села Песчаное, а также ряд позиций около села Дачинское. Где-то 19 февраля отбили часть позиций в районе Лысовки. 26 февраля освобождена большая часть поселка Котлино. И вот теперь, в начале этой недели, отбили позиции около Успеновки. При этом российская сторона весь месяц на Покровском направлении практически не продвигалась. Такая тенденция на этом направлении многих навела на закономерный вопрос. А может ли это вылиться во что-то большее? На мой взгляд, не может. Все-таки в условиях дефицита личного состава проводить большие наступательные операции невозможно. А заморозка помощи от основного союзника заставляет экономить боеприпасы. При этом проводить локальные контратаки, а то и вот сейчас позиций, вполне возможно. Также украинские войска смогли отвоевать часть позиций и в Харьковской области, на Купецком направлении, в районе села Западное. Это на правом, то есть западном берегу реки Оскол, где располагается российский плацдарм, который за неделю немного расширился за счет продвижения на север вдоль правого берега со стороны Новомлынска. Главное событие по фронту, которое продолжает разгораться вот прямо сейчас, касается украинского плацдарма в Курской области. Ситуация там настолько угрожающая и динамичная, что она может принципиально поменяться за сутки, которые уйдут с момента записи этой сводки до момента ее публикации на YouTube. В конце прошлой недели российские военные заняли приграничную территорию от села Николаева-Дарьина до Свердликова и даже частично зашли на территорию Сумской области Украины. На передовых позициях в этом районе сразу разместили лучшие команды операторов беспилотников, которые начали держать под огневым контролем трассу Н-07, идущую со стороны Сум и Юнаковки в сторону Суджи. Поскольку от передовых позиций операторов беспилотников до этой трассы всего 5-6 километров, им удалось начать устраивать засады на украинскую технику. Засада заключается в том, что беспилотник подлетает к трассе и садится на землю рядом с ней, выжидая, когда по дороге поедет техника. Поскольку 5 километров – это маленькое расстояние для беспилотников, в запасе остается еще достаточный заряд аккумулятора, чтобы выжидать в засаде. Такая тактика получилась достаточно эффективной, и сейчас есть много кадров с поражением украинской техники, едущей по трассе. Местами уничтоженная техника скапливается на дороге, становясь искусственным препятствием, из-за чего следующей технике приходится тормозить и объезжать ее, что повышает риски. Там, где по вам могут ударить беспилотником, да и каким-либо другим средством огневого поражения, лучше гнать, что называется, тапку в пол. Чуть-чуть замешкаешься, остановишься где-то, и вот по тебе уже прилетает FPV-дрон. И это дало свои плоды. На этой неделе в Курской области российская армия начала продвигаться заметно быстрее. К середине недели они сделали второй прорыв границы на восточной части плацдарма со стороны деревни Куриловка. Это позволило им создать вторую передовую точку размещения операторов беспилотников, которые бьют по трассе снабжения украинских войск. На северо-западе плацдарма вооруженные силы России освободили деревни Старая Сорочина и Николаевка. И вот сейчас идет много сообщений о том, как российские военные опять воспользовались подземными трубами, чтобы выйти в тыл украинским войскам. Они уже не раз так делали раньше. Самый известный случай, пожалуй, это когда год назад в Авдеевке российские солдаты по трубам проникли в тыл к ВСУ. Сейчас же говорят, что они воспользовались неработающим газопроводом и вышли в районе Суджи. К Суджи действительно идет газопровод со стороны находящегося под контролем России Большого Солдатского. Не уверен насчет угрозы окружения украинских войск, как пишут об этом сейчас многие издания, но вот угроза полной зачистки плацдарма в Курской области в ближайшие недели вполне реальна. Многие украинские деятели пишут, что уже сейчас существование этого плацдарма потеряло всякий смысл. Об этом пишут Юрий Бутусов, Сергей Флеш и Сергей Стерненко. Все они отмечают, что в нынешних условиях удержание этой территории приводит только к дополнительным потерям. Тем не менее, оглядываясь назад на историю битв за Бахмут, Авдеевку, Кураховский карман и Временский выступ, я уверен, что командование Украины поставит задачу держать территорию до последнего. В Курскую область отправляли наиболее боеспособные украинские подразделения, например, 47-ю механизированную бригаду. В итоге сейчас эти лучшие подразделения и будут нести основные потери. Не только на ситуацию в Курской области, но и в целом на линию фронта
может повлиять остановка обмена разведданными с Украиной. Все это идет в рамках последствий той склоки между Зеленским и Трампом, которая произошла в ходе его последнего визита в Вашингтон. В эти дни обсуждают, что якобы компания Maxar отключила Украину от собственного сервиса. Для тех, кто забыл, напомню, что компания Maxar известна своими высококачественными спутниковыми снимками. Например, она показывала последствия разрушения плотины Каховской ГЭС или блокирования Суэцкого канала судном Evergreen. Что касается сообщений, будто бы Maxar отключила Украину от доступа к снимкам, то это не совсем так. У Национального агентства геопространственной разведки США есть программа, которая называется как «Расширенная глобальная поставка геопространственных разведданных». В рамках этой программы правительство США уже давно решило, что раз они заказывают и оплачивают несекретную спутниковую съемку у сторонних коммерческих сервисов, то почему бы полученными результатами не поделиться бесплатно с союзниками? Вот в рамках именно этой программы представителям Украины и выделили аккаунты в сервисе Maxar, имеющие доступ к уже оплаченным спутниковым снимкам. А поскольку какая-либо военная помощь Украине от Америки поставлена на паузу, то эти аккаунты тоже заморозили. При этом представителям Украины ничто не мешает создать отдельные собственные аккаунты в сервисе Maxar и самостоятельно покупать спутниковые снимки. Как бонус, в этом случае они смогут сами выбирать, что именно должен спутник снять. Ну, либо Европа может прийти на выручку и создать какую-нибудь аналогичную программу, в рамках которой будет оплачивать услуги Maxar для Украины. Их сервис доступен любому желающему, за одним небольшим исключением. В 2021 году представители Maxar вышли на нас, команду CIT, с предложением о сотрудничестве. Они написали, что увидели, какие классные расследования мы делаем. А мы тогда писали о подготовке армии России к полномасштабному нападению на Украину, а также, как часто наши расследования цитируются в мировых СМИ. И нам предлагалось получить доступ к самым свежим спутниковым снимкам, а взамен мы должны были публиковать расследование сначала на их сайте, а уже потом у себя. Идея была классная. И мы уже были близки к подписанию сделки, как внезапно руководство их компании поняли, что мы именно российская команда. И сразу был дан отказ, и было объяснено, что они даже за деньги не дают доступ российским компаниям или компаниям с руководителями россиянами. И повторюсь, это было еще в 2021 году. Мы не знаем, насколько большую роль играла информация американской разведки в планировании операции и ударов украинских сил. Поэтому мне здесь приходится по большей части гадать. По части видовой разведки, то есть фотоснимков Земли, я думаю, потеря не так велика. Как я и сказал, снимки Maxar можно купить и без участия американского правительства. Плюс у Европы есть свои сервисы. Плюс вспомните, как фонд Сергея Притулы купил собственный радиолокационный спутник. Плюс во многом в последние годы значимость спутников видовой разведки упала из-за появления большого количества разведбеспилотников в воздухе. Что действительно чувствительно, так это то, что теперь Америка не будет делиться данными агентурной разведки. А я думаю, что у ЦРУ полным-полно шпионов и в Минобороны России, и в администрации президента. Еще у Америки лучшие в мире возможности радиоэлектронной разведки. У них на геостационарной орбите Земли летают крупнейшие в мире спутники радиоэлектронной разведки стоимостью от 2 до 5 миллиардов долларов. Ни у кого в мире даже близко таких возможностей нет. Поэтому доступ к их данным особенно ценен. Также прекращена передача данных о целях в российском тылу. И, как говорят, даже о готовящихся воздушных атаках России. Я предполагаю, что через агентурную и радиоэлектронную разведку Америка может сильно заранее узнавать о готовящемся к взлету или уже взлетевшем российском бомбардировщике и определять основные направления атаки. Раньше они передавали такую информацию Украине, что позволяло заранее готовиться к атаке, предпринимать необходимые меры защиты и объявлять воздушную тревогу. Без помощи США информация о готовящейся воздушной атаке будет приходить заметно позже, что потенциально может привести к дополнительным жертвам среди гражданского населения. Помимо разведданных, администрация Трампа остановила всю военную помощь Украине. Это включает в себя в том числе поставки по одобренным при Байдене пакетам военной помощи и даже закупки. То есть, когда Украина за собственный счет оплатила запчасти и услуги. Например, в декабре прошлого года Украина оплатила контракт на 266 миллионов долларов по обслуживанию и ремонту F-16. И в этот контракт входят также и запчасти для самолетов. Если с обслуживанием F-16 потребность могут закрыть европейские специалисты, то где теперь брать запчасти для самолетов? Большой вопрос. То же самое касается и запчастей для ремонта боевых машин пехоты Брэдли, реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и других единиц военной техники. Была остановлена передача даже той техники и вооружений, которую привезли в Польшу, и осталось просто перевести их на территорию Украины. В четверг прошел срочный кризисный саммит Евросоюза,
на котором обсуждалось, как континенту жить дальше в условиях нарастающей российской угрозы и отказа Америки содействовать безопасности региона. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, предложил распространить действие французского ядерного зонтика на весь европейский континент, что должно сдерживать Россию. Я напомню, что Франция тоже является ядерной державой. Также было принято решение ослабить правила бюджетного регулирования Европейского Союза, благодаря чему планируют в следующие 4 года изыскать дополнительные 650 миллиардов евро из бюджетов европейских стран, которые они направят на собственную оборонку. Еще 150 миллиардов евро выделит сам Евросоюз в помощь тем странам Союза, которые не способны сами профинансировать увеличение своей военной промышленности. Это важное событие еще и потому, что Евросоюз – это ведь не НАТО, это не оборонный союз. Тем не менее, в новом миропорядке приходится идти и на такие шаги ради собственной безопасности. Норвегия на саммите пообещала увеличить запланированную на текущий год военную помощь Украине с 3 миллиардов 200 миллионов евро до 7 миллиардов 800 миллионов евро. Нидерланды намерены инвестировать 700 миллионов евро в производство беспилотников, причем значительная часть этих инвестиций будет направлена на развитие оборонной промышленности Украины. Также правительство Нидерландов зарезервирует 3,5 миллиарда евро для продолжения помощи Украине в следующем, то есть 2026 году. Франция в рамках плана поэтапного снятия устаревшей техники с вооружения продолжит передавать ее Украине. Основную часть передаваемого вооружения составляют бронемашины АМХ-10РС и бронетранспортеры ВАП. На саммите снова обсуждались гарантии безопасности Украины. Появилась идея, которая носит название Sky Shield, то есть «небесный щит». Предлагается развернуть группировку 120 самолетов, которая будет базироваться в ближайших к Украине европейских странах и патрулировать воздушное пространство западной и частично центральной части Украины, включая воздушное пространство над Киевом. В рамках этого патрулирования они будут как-то противодействовать российским угрозам. То есть, например, сбивать российские крылатые ракеты и беспилотники. А украинская авиация должна будет патрулировать пространство в центральной и восточной части Украины, ближе к зоне боевых действий, защищая такие города, как Днепр, Запорожье, Кривой Рог и Харьков. Для Европы такая идея звучит точно заманчиво, потому что риски плюс-минус минимальны. А вот для украинских вооруженных сил тут уже как посмотреть. Ведь получается, в таком варианте украинскую авиацию будут как бы выпихивать подальше на восток, поближе к российскому ПВО. А в условиях уменьшения количества разведданных, в которые могут входить и данные о расположении и зонах действия российского ПВО, и в условиях нарастающего дефицита украинского ПВО, риски для ВВС Украины возрастут значительно. В любом случае, «Небесный щит» — это пока просто идея-проект, под которой подписалось множество европейских чиновников и бывших американских военных. О дефиците украинского ПВО свидетельствует недавний удар по полигону ВСУ Новомосковский в районе поселка Черкасское Днепропетровской области. Он находится более чем в 130 километрах от ближайших российских позиций. При этом есть видео, как над полигоном кружит российский разведбеспилотник и наводит на него удар кассетного «Искандера». Факт удара и потерь уже официально признаны украинскими военными. На наступающей неделе ожидается, что в Вашингтон опять приедут Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Они будут пытаться наладить взаимоотношения с Америкой, чтобы вернуться к вопросу переговоров об остановке войны и предложить свой европейский план урегулирования. Франция и Великобритания в начале недели предлагали ввести частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на 1 месяц, которое при этом не будет распространяться на сухопутные боевые действия. По словам Макрона, частичное перемирие будет распространяться на воздушные и морские атаки, в том числе на удары по энергетическим объектам. Вторая часть плана предполагает, что страны Европы направят в Украину миротворческий контингент, но это случится только на более позднем этапе. Напомню, что Кир Стармер, Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте настаивали, что Зеленскому надо восстановить отношения с Трампом и вернуться к вопросу переговоров, потому что путь урегулирования этой войны лежит только через Вашингтон. Но о результатах очередной встречи мы поговорим с вами через неделю. Так что увидимся с вами через 7 дней. До встречи и пока.